Задумал я дочке подарить фитнес-трекер. И долго выбирал, не хотелось покупать дорого, потому что знаю, что она наиграется и бросит это все действие. Но хотелось достаточно качественный продукт, и пал мой взгляд на Key Select L11. Это конкретно женские, для девочек, не для детей, для девочек, у меня дочка уже достаточно взрослая, для девочек в кавычках, для женщин, для девушек. Это вот такие вот прекрасные розовые часики, они очень сильно походят по функционалу на EMILAB W12 и фактически являются, знаете, сестричкой этих часов. Вся разница в размере экрана, а функционал практически такой же. Они даже соединяются через одно и то же приложение Glory Fit. Ну ладно, в общем-то, давайте разбираться, что же это за часики, что это за фитнес-трекер на канале Технозон, так что поехали. Смотрите, я сейчас на региональном сайте Xiaomi. Умные часы Key Select Lady Watch L11. Авиационный алюминиевый сплав. Сейчас некоторые скептики напишут, что такое авиационный алюминий. Ребята, один мне, знаете, что написал? Я работаю в промышленности самолетостроения, хрен знает сколько лет. Что такое авиационный алюминий? Непонятно, нафига это писать? Это маркетинг, ребята. Авиаль. Изучаем, а потом, он мне даже писал потом, да, действительно, авиаль мы используем, но я не знал, что это алюминий. Я, честно говоря, вообще был в шоке от этих специалистов. Ребят, на самом деле это металлические часики, у них металл по краям, у них нормальное стекло сзади, у них датчики кислорода, датчики пульса, то есть здесь есть пульсоксиметр, полноценный пульсоксиметр. Это в период ковида, это вообще идеальная штука. Я болел, я знаю, для чего нужен пульсоксиметр. Давайте так, материал ремешка силикон, процессор Realtek 8662, памяти у нас там флеша 128, ROM 384, RAM 160, вообще абсолютно ни о чем не говорит, потому что по факту сюда установить левые приложения вы не можете. Здесь Bluetooth 5, сенсорный 1,09 дюймов экран, это TFT экран с разрешением 240 на 240. Теперь заявляется продолжительность работы 33-5 дней активного использования, 28 дней режим ожидания. Я вам скажу сразу, 10-15 дней в смешанном режиме, это железно. Датчики сердечного ритма VC32S, IP68 влагозащита, то есть в них можно плавать. Android и iOS у нас совместимость. Мониторинг пульса, сна, кислорода, артериального давления. Артериального давления здесь нет, чтобы на сайтах не заявляли. Пройденные шаги, прогноз менструального цикла. Да, там что-то с менструальным циклом было, я не разбирался особо. Не моя тема. Погода, секундомер, таймер, жесты. Все, в принципе. В общем-то, ссылочки на проверенного продавца лежат в описании под видео. Там же вы можете и посмотреть цену. Но я вам расскажу, что это за часы. Когда заявляется, что здесь есть прием звонка, то речь идет о том, что во время звонка вы увидите, что у вас есть, допустим, он отображает, кто звонит, и вы можете только сбросить. По крайней мере, у меня так. Мне это не понравилось, потому что если вы будете использовать гарнитуру для спорта, то вы можете сбросить, а у вас смартфон где-то в кармане. Почему нельзя ответить для того, чтобы разговаривать в гарнитуре, я не знаю, почему так не реализовали. Он принимает нормально оповещения и сообщения из практически всех приложений, то есть вы можете их добавить и потом их читать прямо на бегу, именно потому что это же все-таки фитнес-трекер. Есть огромное количество режимов для спорта, мы их все рассмотрим. Сердечный ритм определяет правильно, пульсоксиметрия проходит правильно, датчика давления, как я уже говорил, нет, но опять же, как и в EMILAB W12, здесь очень широкие рамки. И знаете, что самое обидное? Здесь 2.5D стекло, и при реализации полных рамок было бы удобно, допустим, пользоваться этим всем делом. Но, опять же, экономия, ведь цена-то у них действительно маленькая. По ссылке в описании под видео можете посмотреть. Что еще хорошо в этих часах? Отслеживание режимов сна и кастомизируемые вот эти вот обложечки. Но это мы все уже покажем в самом обзоре. Давайте так, переходим, распаковываем, чуть-чуть потестируем. Аня у нас побегает, потестит соответствие шагов с ее подсчетами и будем уже делать какие-то выводы. Но я вам скажу сразу, я их оставлю дочке однозначно. Я купил покупал двое таких, одни или продам. Мне было важно, чтобы я понимал, что оба рабочие экземпляра. Мы вообще всегда по двое покупаем. Что один может продам, один может подарю, но одни оставлю дочке однозначно. Очень мне зашел этот фитнес-трекер. Все, подписываемся, нажимаем колокольчик, а мы переходим на распаковку. Женский вариант Key Select
как они? KS-Select Lady Watch L11. Ну, конечно же, на подарок у нас Аня выбирала что-то, выбирала. Ладно, посмотрим сейчас. Да, выбирала все, чтобы мне не подошло. Ну, все понятно. Так, что у нас здесь? Опа. О, слушай, они прям похожи на Samsung. На Galaxy Watch. Вот реально, это прям Galaxy Watch. Я на обзор возьму. Подожди, тут что, они такие розовые, как мои? Да, они как Galaxy Watch, однозначно. Прикинь, тоже с пульсометром, силиконовый ремешок, металлическая кнопка, металлический боди, смотри. То есть это алюминий, сзади стекло, датчики у нас пульса, то есть здесь все красиво. Что они тут меряют? Ну, покажем. Пульс, калории, шаги и дальность хода. Ну, конечно же, часы, там, все остальное. Слушайте, вообще прикол. Я прям, когда открыл, я прям удивился. Вот для меня это, знаете, такое откровение. Магнитная зарядка у нас. Полярность вы не перепутаете, она не законнектится на другой полярности. Прям вообще. А у тебя как заряжается? Тоже вот такая магнитная, такая плямба магнитная, да? На Samsung Galaxy Watch. Слушай, ну это тебе для пострелушек будет самое оно. То есть, когда тебе жалко одевать Galaxy свои. Ну да, ты же знаешь, я их даже ни разу не мочила свои. В этих сможешь даже плавать. У них, по идее, тоже IP-защита. Ну, давай почитаем, что на коробочке они написали нам. Смотри, у нас есть IP68 влага и водозащита и от пыли. Модель L11, Tender Rose цвет. Ух ты, елки-палки. Сенсор сердцебиения VC32S, 180 мАч часики. Ну, знаешь, где там у нас были часы, которые на обзоре Имилабы, там было 350, здесь меньше экран, поэтому здесь и объем батареи меньше. Ну, слушай, посмотрим по автономности, поклацаем. Хорошо, ставь на зарядку и встречаемся уже на тестах. Подзарядились. Смотри, какая красота. Угол обзора у нас достаточно хорош. Ну, это, знаете, часы для девочек. Сам по себе дизайн, да, об этом и говорит. Оленчик. Очень сильно напоминают Имилабы V12, которые у нас были до этого, просто вот оформление другое, понимаете? То есть я вообще не видел смысла их делать обзор. Есть 4 градации яркости, есть ночной режим, дневной режим. В настройках у нас есть, смотрите, опять же, Screen Light, это яркость экрана. Слушайте, смотрите, как у нас кнопка вот это замаскирована, она крутится даже. QR-код, это для соединения часов с Glory Fit, сейчас обязательно. Можем выбрать Find Phone, о часах, Restart и Shutdown. Настройки здесь, кстати, не такие богатые, как, допустим, в том же W12. Плюс у нас, если уйти вправо, то мы увидим с вами основную информацию, шаги, километры и килокалории. Также у нас есть пульс-оксиметрия, именно оксиметрия, выбор режима спорта, время сна, управление плеером. Слушайте, ну те же яйца, вот серьезно вам говорю. Вот все абсолютно одинаковое. Информация о сообщениях. Ох, слушайте, надо подключать к Glory Fit. Выберем устройство. Вот они, L11 у нас есть. Подключаемся. Glory Fit подключился. Перед тем, как переходить к часам, посмотрим в самом приложении. Показывает заряд батареи, MAC-адрес. У нас есть настройка часов общая. Можем выбрать с вами оформление. Слушайте, прикольные такие оформления. Именно для девочек. Их много. А это что? Это здесь у нас групповое, самоидентификация, да, такое название, групповая толерантность. Вот симпатичный, космический, смотрите, с килокалориями. Смотрите, ударов в сердце, то есть это heart rate монитор, 520 ударов сердца в минуту. Это они, конечно, погорячились. Давайте, пускай синхронизируется, сейчас посмотрим, что из этого получится. Просинхронилось, и у нас вот такие вот интересные теперь получились часики. Удобненько и веселенько. Мои часы. Теперь мониторинг пульса включен. Настройка кислорода крови. Мы можем выставить на каждые 10 минут, грубо говоря, мы можем выставить на каждые 4 часа, 6 минут, 10 минут, минимально 10 минут, максимально 6 часов замер кислорода крови. Это цикл тренировок. Оповещение о звонке у нас работает. СМС-оповещения включены. Есть включение уведомления о приложении. К сожалению, здесь нет, допустим, того же самого Telegram
Телеграма, есть даже Viber, Line, Flickr, Kakao Talk, но нет, к сожалению. О, есть Telegram появился. Ой-ой-ой, отлично. Отдых, мы можем задать период отдыха в самом приложении. Выбрать будильники, установить, включать экран поднятием руки. Есть режим «Не беспокоить». Вы можете здесь выбрать время, когда вас не будет беспокоить ничего, и отключить даже вибрацию и напоминания. И в общих настройках вы можете найти браслет. Если мы выбираем «Найти браслет», он очень жестко вибрирует. Также браслет ищет устройство, можно включить разрешение. Время работы экрана мы оставим 15 секунд для обзора. Фото клавишей — это когда происходит фотография с помощью кнопки. Давайте Аню сфотографируем. Такая себе опция, честно вам скажу, не очень мне интересно. И можно выбрать язык устройства, мы сейчас выберем русский, а также формат времени. Что здесь есть еще? Есть спорт, вы можете выбрать активность, которую вы хотите сейчас проявлять, выбрать дополнительную активность, например, альпинизм, Аня у нас в горы полезет. Уберем ходьбу, поезда и сохраним альпинизм тупо. Аня лезет в Альпы. То есть мы просто нажимаем Go, и он будет считать все необходимые параметры для такой активности. Пульс, килокалории, ну понятное дело, что возможно для скалолазания не будет запоминать, где вы лазите, но, допустим, для бега, смотрите, бег на свежем воздухе, так, давайте выберем, здесь будет еще и показано, сколько километров пробежали по геолокации, это очень удобно. Также, устройство мы с вами рассмотрели, и есть у нас, можно для девочек задать физиологический цикл, то есть, грубо говоря, когда у вас начинаются там месячные, длительность менструации, там, 8 дней, менструальный цикл, там, 30, 40 дней, короче, какую-то сейчас чушь повыбираем. Сейчас я представляю, в комментах начнется, Бабл тут менструальные циклы выставляет. Системные настройки, и есть план тренировок с целью на шаги. Достаточно нормальное приложение, и мы его уже видели в наших обзорах. Я, конечно же, одену на себя, хотя это немного неправильно. Ремешок, опять же, мягкий, удобный. Смотрите, достаточно хорошо застегивается. Сейчас Аня у нас пойдет с ним бегать, с этими часами, после того, как мы рассмотрим основной функционал. Теперь давайте сразу пробуем пульсометр. Показывает 77, 78, 79 ударов. Это, в принципе, мой сейчас пульс в таком режиме работы. Теперь смотрим на пульсоксиметр. 97, 98, 99. Активность. Активность сейчас Аня будет у нас проявлять. Анечка, набирай нас на мой телефон, и мы должны посмотреть, как у нас работает входящий звонок, дабы понимать, как это отображается. Так, пошло у нас звонок. Видите, здесь анчоус и здесь анчоус. Номера здесь нет, потому что мы в открытом режиме. Можем сбросить. Конечно же, разговаривать через них нельзя. Аня, напиши нам сообщение в Вайбере, в Телеграме и простое сообщение, для того, чтобы мы понимали, что это все у нас правильно отбивается. Так, Телеграм пришел. Анчоус, всем привет. Можем удалить сообщение. Пришел Вайбер. Ага, отлично. У меня Viber пришел здесь сгруппированный, потому что очень много у меня сообщений в Viber висит непрочитанный. Слушайте, это работает. Еще сейчас простое сообщение, сейчас Аня пойдет у нас бегать. Пускай пока она там пишет. Текущее состояние — это у нас шаги, километры, килокалории. Пульс, мы уже поняли, что это такое. Кислород в том числе. Активность. Можем выбрать сейчас, например, бег. Аня сейчас пойдет бегать. Велосипед, йога, скакалка, спортивный велосипед. Приседания, больше здесь нет активностей. Также здесь у нас есть сообщение, секундомер есть, очень удобно, то есть можем стартануть секундомер, остановить и сбросить. И есть у нас, смотрите, управление музыкой. Можем включить любое музыкальное приложение, включить любую песню и попробовать попереключать. Давайте переключаем. Да, песни переключаются, давайте телефон положу, чтобы было видно. Песни переключаются, пауза, плей работает. Что еще надо? Вообще отлично. Слушайте, самые обыкновенные фитнес-трекеры. То, о чем мы говорили. Аня, давай сюда. А ты нам нужна. Сейчас будешь у нас активно бегать. И вернешься, считаешь, сколько шагов ты пройдешь, пробежишь. И сколько ты... Ниже положи. Во-первых, как это выглядит... Застегивай на себе. Мне неудобно отсюда. Как это выглядит на женской руке. Так, на женской руке это достаточно хорошо выглядит. Давайте мы сейчас выберем с вами активность. Какую ты бегать будешь? Пешком?
Ну все, считаешь шаги и вперед. Так, сколько ты насчитала? Ну, у меня получилось 175. Ну, 180 тоже в пределах погрешности, потому что ты машешь рукой, чего-то делаешь, все-таки это, знаете, такие себе женские часы. Но сам факт того, что это работало, давайте прекратим. Сколько у тебя был пульс вообще? 138, дорогая моя, тебе надо спортом заниматься. Слишком большой у вас пульс, госпожа Анчоус. Есть небольшой момент со снятием ремешка, потому что хотя он и мягкий, но тяжело снимается, тяжело его носить. Слушайте, ну мне нравятся часы, как подарок для девочки, это будет очень даже отличный вариант. Поэтому мы проходим и резюмируем данные часики. В качестве выводов скажу, что неплохо. Совсем неплохо за эту цену на подарок девочки, да, для занятий спортом, да и просто, чтобы болтались на руке, абсолютно пойдет. Мне понравилось. Ребят, если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.